Шокирующая новость из мира шоу-бизнеса еще неделю назад облетела всю Россию. На дочку известного советского композитора Вячеслава Григорьевича Добрынина Екатерину в одном из подмосковных поселков было совершено нападение. Группа молодых лиц до 25 лет на мотоциклах не давала покоя в течение месяца целому подмосковному поселку. Одной из жертв мотоциклетных хулиганов стала дочка Вячеслава Добрынина Екатерина. Женщина заехала в поселок за продуктами, и при выходе из магазина у нее вырвали сумку с деньгами и документами и нанесли телесные повреждения. Однако не совсем понятно, почему дочка советского композитора обратилась не в полицию, а к своему 76-летнему отцу, который совсем недавно перенес инсульт. Уже после происшествия, когда Добрынина вызвали в полицию, Вячеслав Григорьевич заявил: «Можете говорить что угодно, я свою дочь выстрадал и никому в обиду ее не дам». В полиции Вячеслав Григорьевич рассказал все, как было на самом деле. Оказалось, что Добрынин выслеживал мотоциклетных хулиганов несколько дней. Вчера вечером на машине он приехал в поселок и огнями своего автомобиля ослепил мотоциклиста, который ехал прямо на него. Вероятно, на этом история и закончилась, но мотоциклист, ослепленный огнями машины, не справился с управлением, ушел в кювет и погиб в результате ДТП. Трагичная ситуация заключается в том, что погибшему мотоциклисту не было 18 лет. Друзья и коллеги артиста считают, что Вячеслав Добрынин явно поспешил с самосудом. Ему нужно было обратиться в полицию и вычислить этих хулиганов. Однако, как стало известно, жители поселка благодарны Вячеславу Добрынину за его поступок, ведь после этого происшествия банда мотоциклистов исчезла из подмосковного поселка. Сейчас его жители готовят петицию, чтобы Вячеслава Добрынина не привлекли к уголовной ответственности. Как говорит адвокат российского артиста, Вячеславу Добрынину беспокоиться не стоит. Ослепление фарами автомобиля не является преступлением, и его умышленность практически невозможно доказать. Надо отметить, что банда мотоциклистов до появления Вячеслава Добрынина совершила более 7 ограблений, и по их вине погиб один человек.